Привет, армия. Несколько дней назад вышла первая серия «Чимин и Чингук». Честно говоря, я ее не смотрел, потому что не планировал. Но некоторые люди, следящие за моим контентом, держали меня в курсе событий. Несмотря на это, некоторые джикуки продолжали интерпретировать все с точки зрения, не соответствующей фактам, как будто они не хотели видеть, что происходит на самом деле. Первым показали, как сотрудники забирают Чингука. Затем они пошли к дому Чимина. Затем выяснилось, что Чингук не знал пароля от двери, что полностью противоречило безосновательным утверждениям многих джикуков. Он не знал пароля, потому что даже спросил у персонала, знают ли они его. Эта простая сцена подтвердила, что Чингук никогда не знал пароля, и абсурдно пытаться оправдать это, говоря, что Чимин его сменил. Объяснение гораздо проще. У Чингука никогда не было этой информации, потому что компания всегда открывает дверь, когда есть запланированная работа. Точно так же, как в документальном фильме BTS, когда Чингук готовит дома у Чимина. Компания также открывает дверь. Затем был показан еще один важный момент. Чимин звонит Джей Хоупу и слышит голос Чингука. Он сразу же спросил, «Вы снимаете это шоу?» И Чимин ответил утвердительно. Реакция Джей Хоупа говорит о том, что он был полностью осведомлен о проекте, и если это так, то разумно предположить, что другие участники также были в курсе, особенно Тэхён, который обычно узнает об этих вещах раньше остальных. Участники BTS знают об официальных проектах. Они знают, когда два участника будут вместе для создания контента. Это не значит, что Чимин и Чингук проводят время вместе по личным причинам. Это просто запланированный компанией контент. Еще одна вещь, которая выделяется, это поведение Чингука во время съемок. В какой-то момент он объяснил, что то, что они делают, было работой, просто частью программы и расписания. Он не пытался подразумевать какую-либо другую причину. С самого начала его отношение было прозрачным – снять шоу, закончить проект, двигаться дальше. Ничто из того, что он показал, не привело к какой-либо другой интерпретации. Хотя некоторые пытались навязать теории в поддержку отношений Джикука, то, что видно на экране и что известно уже много лет, остается неизменным. Чингук и Чимин функционировали как коллеги, когда компания объединила их в пару, но это не делает каждое взаимодействие символичным или глубоким. Нет причин создавать историю, которой не существует. Для тех, кто поддерживает Тэкук, эта деталь неудивительна. Тэхин и Чингук всегда демонстрировали естественную связь, независимую от внешних планов. Официальные проекты демонстрируют пары для работы, но подлинная динамика между ними наиболее очевидна, когда вы не пытаетесь навязать то, чего нет. То, что было показано в этих эпизодах, просто повторило очевидное. Чингук не знал пароля. Участники уже знали о шоу, и Чингук подчеркивал, что это работа. Не было никаких скрытых сигналов, не было никаких изменений в истории, просто контент, снятый в рамках проекта. Одним из самых запоминающихся моментов Тэхёна после их камбэка стал BTS Live, момент, который многие фанаты до сих пор считают особенным. В воздухе витала ощутимая энергия, которую можно было почувствовать даже через экран. Тэхён только что вернулся из-за границы, и атмосфера между ним и Чингуком была смесью близости и позитивного напряжения. Им не нужно было много говорить, их поведение уже показывало, как сильно они скучают друг по другу. Во время прямой трансляции их внимание, казалось, естественным образом было приковано друг к другу. Камера была на месте, остальные участники присутствовали, но иногда Тэхён и Чингук словно двигались в своем собственном пространстве, позволяя другим быть сторонними наблюдателями спонтанной динамики. Взгляды, которыми они обмениваются, говорят сами за себя. Это не были слишком интенсивные взгляды, они просто случались, излучая комфорт и доверие. Один из самых обсуждаемых моментов – это когда Чингук пытался контролировать свое поведение, чтобы не привлекать слишком много внимания, но все равно подходил к Тэхёну, не задумываясь. Тэхён отвечает взаимностью естественно, например, когда кладет руку на живот Чингука, нежно, но уверенно, простой жест, передающий глубокую близость. Еще один ключевой момент наступил, когда Чингук упомянул, что не планирует возвращаться в армию. Он повторил это дважды. Выражение его лица говорило о том, как много значило для них время, проведенное вместе, особенно учитывая, что значило быть вдали от группы и от Тэхёна. Было чувство облегчения, была искренность, была честность, не требующая объяснений. Для поклонников Тэкука эти моменты были не просто жестами, они были связаны с долгой историей их отношений.
Они преодолели трудности, расстояние, неустанный труд и военную службу, которая стала самым серьезным испытанием. Несмотря на разлуку, они вернулись с естественностью, которая показывала, что ничего не потеряно. В последнее время Тэкук стал менее активным на публике, но это не значит, что что-то изменилось. Основа их отношений остается неизменной, иногда видимой, иногда нет, но никогда не теряется. Разлука не означает потерю близости, им не нужны постоянные проявления привязанности, чтобы поддерживать то, что существовало годами. Взаимодействие Тэхёна и Чингука всегда завораживает. Не потому, что так нужно, не потому, что так задумано, а потому, что это их личные жесты, взгляды, молчаливое общение. Все это происходило без всякого притворства, именно это заставляет фанатов смотреть на вещи по-другому. Сокращение количества публичных моментов не стирает то, что уже было заметно, их связь не нуждается в ежедневном подтверждении. Того, что было показано однажды, достаточно, чтобы понять глубину их отношений. За эти годы они продемонстрировали доверие, которое невозможно игнорировать. Это близость, которая не зависит от публичности, это редкое постоянство, они рядом друг с другом даже в трудные времена, без драматизации, без поиска внимания, просто естественно поддерживают друг друга. Вот почему, хотя сейчас публичные моменты стали реже, поклонники Тэхука знают, что его сущность остается неизменной. Молчание не означает дистанцию, меньшая заметность не означает потерю. То, что они построили, основано на стабильности, которая не нуждается в постоянном подтверждении. Тэхён и Чингук показали, что их близость не нуждается в объяснениях, в повторениях, в доказательствах. Их отношения сохраняются даже в тишине, остаются естественными, остаются значимыми и продолжают резонировать без необходимости постоянной демонстрации. И в конечном счете, суть всего сводится к тому, как мы видим вещи, решаем ли мы читать их такими, какие они есть, или предпочитаем навязывать повествование. Официальный контент всегда показывает истинный контекст. И взаимодействия, которые возникают внутри них, являются частью работы, не скрытые сигналы, не секретные сообщения, не намеки на отношения, которые они пытаются скрыть. Между тем, отношения, построенные со временем, через молчание, через понимание, их не нужно объяснять. Тэхён и Чингук демонстрировали это снова и снова. Что бы ни происходило между ними, чтобы им не пришлось пережить, их близость не возникает в одночасье или не выставляется на показ. Многие могут попытаться изменить повествование, создать теории или приукрасить детали воображением, но фанаты, которые действительно следят за их путешествием, видят последовательность, комфорт, который невозможно подделать, то, как они двигаются вместе без необходимости в сценариях или репликах. Их молчание не пустое, напротив, это признак зрелых отношений, которые не ищут внимания, не требуют понимания от посторонних, связи, которая существует между ними без необходимости подтверждения. И для всего контента, который появился, для всей динамики, которую создают компании, для всех интерпретаций, которые бросают другие, одно остается ясным: Тэкук никогда не полагался на публичные демонстрации, чтобы показать, что они связаны. Им не нужны сотни моментов, чтобы подтвердить то, что было очевидно годами, и им не нужно присутствовать каждый день, чтобы доказать эту близость. В конечном счете, фанаты, которые следят с открытыми глазами, понимают, что естественное взаимодействие нельзя приравнивать к запланированному контенту, что отношения, которые вырастают из опыта, трудностей и долгого пути, не могут быть заменены теориями, построенными для определенной цели, что существует тонкая грань между работой и естественностью, между правилами производства и настоящими отношениями, между тем, что показано, и тем, что было всегда. И вот почему, даже когда Тэкук появляется реже, даже когда на экране не всегда видно и то, и другое, даже когда внешний мир пытается сместить фокус, эта основа остается нетронутой, непоколебимой, не ослабленной, не поколебленной временными нарративами. В конце концов, смысл определяется не количеством мгновений, а тем, что они чувствуют, как они раскрывают то, что невозможно заставить, когда же в тишине происходит разговор, не требующий объяснений. И когда все теории утихают, когда шум и предположения исчезают, остается то, что было всегда: связь, не требующая доказательств, близость, не требующая проверки, и два человека, которые, что бы ни говорили другие, понимают друг друга так, как никто, кроме них самих, не может объяснить. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping.